Всем привет, меня зовут Максим, и вы на канале Moto Maximus. Друзья, как и обещал, начинаю серию видео о покрышках турецкого производителя компании Anlas. Первыми на обзор я решил взять вот эти покрышки. Это покрышки фирмы Anlas, модель Capra X. Дело в том, что компания Anlas — это турецкий производитель, который еще на сегодняшний день не представлен на российском рынке. В данный момент компания проходит все юридические согласования, сертификацию покрышек и все остальные нюансы. Но уже в этом году на выставке Мотовесна 2021 года компания Anlas вышла со своим стендом и рекламировала свои колеса. Прямо оттуда с выставки мои друзья, с которыми я занимаюсь моторезиной, забрали 4 комплекта покрышек Anlas, разных покрышек, и отправили их мне для того, чтобы я мог их протестировать. Соответственно, это первый комплект, и в ближайшее время будут другие комплекты, которые я буду устанавливать на другие мотоциклы. Но об этом позже. Итак, давайте коротко. Компания Anlas — это турецкий производитель, уже очень много лет на рынке. Поставляет свою продукцию не только в пределах Турции, но и в Европу, и на Украину. Это то, что я успел узнать из интернета. На слогане компании Anlas написано Motorcycles Tires Only. Это значит, что компания Anlas специализируется на производстве только мотоциклетных покрышек. Ну, еще они производят покрышки для скутеров, но скутера вроде как тоже мотоциклы. Эти покрышки достались мне на тест-драйв, чему я безумно рад. И, конечно же, буквально прямо сейчас мы с вами переобуем мой мотоцикл и попробуем установить их на него. Почему говорю попробуем? Потому что эти покрышки, они немножечко не в моем размере. Вот это вот заднее колесо, оно досталось мне в размере 170 на 60 на 17. Тогда как родной размер колес, который установлен на Yamaha Super Tenere, 150 на 70 на 17. Соответственно, это колесо немножко шире, чем родное, и немножко ниже. И та же самая картина с передним колесом. Этот размер 120 на 70 на 19. А у меня установлено 110 на 80 на 19. То же самое. Но, как говорится, друзья, дареному коню никуда не заглядывают и ничего не меряют. Поэтому то, что предоставили на тест-драйв, то и будем стараться, как говорится, тестировать. Конечно же, если эти покрышки мне понравятся и понравятся вам, и они в ближайшее время начнут поставляться на российский рынок, вы без проблем сможете, допустим, на свой Yamaha Super Tenere купить нормальный размер 150 на 70 на 17 и 110 на 80 на 19, потому что эти размеры в линейке производителя есть. Просто эти покрышки достались мне со стенда, они были рекламные, и уж какие привезли, такие привезли. Харчами не перебираем. По переднему колесу у меня нет сомнений, процентов 90, что оно станет на мой мотоцикл. Вот по заднему колесу есть небольшие сомнения. Почему? Потому что у кого есть Super Tenere, вы знаете, что если вы смотрите вот сзади на покрышку, слева у вас здесь до маятника от покрышки довольно-таки большое расстояние, а вот справа тяга, которая держит тормозной суппорт, она прям находится очень близко к колесу, поэтому возможно такое, что вот эта тяга как раз и помешает установке этого колеса. И сейчас бесполезно эту покрышку мерить, потому что когда она станет на диск, она изменит свою форму, станет выше, уже. В общем, для того, чтобы понять, нужно снять сейчас колеса, перебортировать резину и попытаться ее установить, что мы сейчас с вами и сделаем. Но перед этим давайте пробежимся по техническим характеристикам. Компания Anlas производит эту модель, позиционируя ее как полноценные покрышки для 50 на 50 путешествий. Соответственно, они пишут на своем сайте об этих колесах, что они усилены двойным слоем арамида, у них очень жесткий центр, они обладают прекрасным грунтозацепом, прекрасной вот очисткой, значит, протектора от грязи и все остальное, и вы полноценно можете ездить на них по бездорожью. Ну, естественно, когда я говорю полноценно, я подразумеваю тот потенциал, который можно вообще получить от тяжелого мотоцикла, потому что эти колеса как раз таки для таких. Но также они пишут, что разрабатывая эти покрышки, они учли те особенности, что путешествия вы очень много проходите по асфальту километров, и они позиционируют эти покрышки как покрышки, которые по асфальту шуметь не будут вообще. Сомневаюсь, конечно, что они не будут шуметь, потому что эта покрышка напоминает мне, знаете, такую некую смесь между Mitas E10 и Mitas E07. Она вроде бы сделана таким вот направленным рисунком, вроде бы такое что-то типа елочки, да, но в то же время у нее стоят прямоугольные такие шашки, как на Mitas E10. Я ездил и на Mitas E10, и на Mitas E07, и хочу сказать, что
Е10 однозначно очень шумная по трассе, хотя и можно ездить по асфальту на ней без проблем. А вот Е07+, которую я тестирую в данный момент, раньше она была с мелкими ламелями, а сейчас ее сделали с маркировкой плюс и с большими ламелями. Так вот, первые мои выводы, что она по трассе стала шумнее. Поэтому, конечно же, ожидать от этой покрышки тихой езды по асфальту, я думаю, не стоит. Но у компании Unlass вот это вот название Capra X, у них там целая линейка покрышек, у них есть Capra RD. Это покрышка, которая вообще гладкая, и она рассчитана 90% на асфальт. У меня есть этот комплект, и в ближайшее время мы установим его на Yamaha FJR 1300. Вторая модель в линейке Capra идет Capra R. Это вот как раз таки такая типа золотая середина, 70 на 30, 70% асфальт, 30 бездорожье. Там такой небольшой рисуночек. Этих колес у меня нету, к сожалению, на тест. Пока что, я думаю, в ближайшее время появится. И, соответственно, третья в линейке Capra, это Capra X. Она самая злая, самая оффроуд, и они именно, повторюсь, позиционируют ее как 50 на 50. Итак, давайте по техническим характеристикам, которые написаны на колесе, и с ними сложно поспорить. Итак, обе покрышки направлены. Я вижу указатель Rotation здесь. Rotation здесь, соответственно, по классике, да, как на всех колесах, у нас переднее колесо идет елочкой как бы против шерсти, вот так вот, да, елочкой назад, а переднее колесо в соответствии со стрелочкой идет елочкой вперед. Вот, я взвесил эти покрышки. Вот это колесо заднее весит 7,5 килограмм, это колесо весит 5 килограмм 400 грамм. Не знаю, сколько весят, допустим, для сравнения тот же самый Mitas E07, но после того, как перебортирую, взвешу, а вот здесь вам напишу разницу в весе, если она будет. Также эти покрышки обе позиционируются с точки зрения надписи как tubeless, соответственно, бескамерные покрышки. Еще один нюанс, который успел понять, пока рассматривал эти покрышки. Значит, я померил штангенциркулем высоту протектора здесь и здесь. Соответственно, здесь вот на новой покрышке высота шашки 1,1 мм, а на передней покрышке 0,8 мм. Ну, не знаю, я просто померил, может быть, для кого-то это будет иметь какую-то роль. Итак, мое личное мнение, что скорее всего эта покрышка будет очень и очень неплоха по бездорожью. Но вот по трассе пока не готов сказать, что и как это будет, насколько она хорошо себя поведет. Поэтому предлагаю все это установить опытным путем. В общем, друзья, сейчас снимаем колеса с Yamaha Super Tenere, везем их на шиномонтаж, переобуваем покрышки и надеемся, что и переднее, и заднее колесо без проблем станут на мой мотоцикл. Но моя задача понять не столько, можно ли установить более большие колеса на Yamaha Super Tenere, хотя мы это тоже поймем, сколько почувствовать вообще, как себя эта резина ведет 50% на асфальте и 50% на бездорожье. Поэтому у меня уже в голове есть одна, может быть, двухдневный маршрут, который мы с вами пройдем на этих покрышках здесь по Северному Кавказу, захватив приблизительно 50-60% асфальта и 50-40% грунта. Причем постараемся грунты захватить разные, как и сыпучие, так и грязь. И посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, что на своем мотоцикле я в основном путешествую далеко и по асфальту. Поэтому сильно в хард лезть, конечно, я не буду. Просто-напросто мотик жалко. Но попытаюсь оценить, насколько хороши эти колеса в деле. Итак, друзья, заднее колесо, переднее колесо. Вот как оно должно ехать. Вот я вам их показываю. В принципе, вся информация, которая на них указана, я вам про нее рассказал. Как они себя поведут в деле, мы узнаем. Об этих покрышках отзывов довольно-таки много в интернете. Но, повторюсь, все они на английском языке, поэтому вновь у вас есть возможность посмотреть на моем канале первый обзор на покрышки Unlass Capra X на русском языке. Поэтому не будем затягивать, займемся шиномонтажом и отправимся в путешествие, которое поможет нам понять, насколько они хороши. Единственное, чего не могу сейчас сказать, друзья, это не могу сказать цену. Потому что в самом начале ролика я вам сказал, что эти покрышки пока что на российский рынок не поставляются. Но мои друзья заверяют, что они серьезно настроены и готовы подписать с компанией Unlass контракт на поставку этих колес уже к следующему сезону. Поэтому в этом сезоне мы их тестируем. В конце года будет завоз, и к следующему сезону мы, возможно, сможем
переобуваться уже в интересные и новые для нас покрышки Unlast. А все новое, друзья, это всегда интересно. Ведь самое главное — это Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. По факту все опасения были зря. Переднее колесо и заднее колесо стали идеальны. Если честно, я сейчас вот, установив их, вообще не вижу разницу. Я не вижу, чтобы у меня колеса стали шире. Видать, все зависит от производителя и все зависит от соотношения высоты на ширину. Потому что эти колеса стоят ровно так же, как стояли 110 и 150. Вот, соответственно, я вам говорил о том, что здесь зазор большой, и я за него не переживаю. А вот с правой стороны оставалось немного совсем места до тяги, и я думал, что колесо не пройдет. Ну, по сути, сейчас то же самое. Вот то же самое, совсем здесь чуть-чуть места, но ничего не цепляет. Тут, соответственно, тоже ничего не мешает. Ну, в общем, колесо стало идеально. И я вообще, вот если честно, сейчас сзади на него смотрю и не вижу никакой разницы. Единственное, я вижу, что у меня теперь на мотоцикле довольно-таки злые покрышки. Потому что, смотрите, да, какие грунтозацепы. Вот здесь палец помещается. Я думаю, по бездорожью эти колеса однозначно будут ходить круто. А как они поедут по трассе, это, конечно, вопрос. Если честно, я не знаю, имеет ли право на жизнь этот эксперимент, но вчера вечером, когда я снял свои Mitas E07 Plus с мотоцикла, я просто взял заднее колесо и по ходу его движения прокатил по гаражу по плитке. И я услышал гул такой, прям колесо едет, даже без нагрузки, без веса мотоцикла, просто само по себе катится и гудит. Сегодня после шиномонтажа я прокатил точно так же это колесо, и звуков нет вообще никаких. Я не берусь говорить, что оно будет тихое по трассе, но теперь у меня закрались сомнения. И я думаю, в ближайшее время мы с вами эти все сомнения развеем или подтвердим. В общем, готовим маршрут и стартуем тестировать колеса от Unlast Capra X 50/50. Посмотрим, чего они стоят. Итак, друзья, покрышки от Unlast Capra X установлены на мотоцикл Yamaha Super Tenere. Напомню, производитель позиционирует их как колеса 50/50. И я придумал маршрут, благодаря которому мы сможем полноценно протестировать эти колеса, и я смогу рассказать вам о них свое мнение. Итак, для начала из города Кисловодска мы сейчас отправляемся к поляне Джилусу. Нам нужно проехать порядка 80-90 километров по асфальту. От поляны Джилусу мы переезжаем в Баксанское ущелье через перевал Шаукам. Он полностью не асфальтирован, там идет грунтовая дорога, где мы сможем оценить внедорожные качества этой резины. Ну и после от Баксанского ущелья, от города Тырныауз, мы выдвигаемся домой, в город Кисловодск, опять по асфальту. Но если хватит светового дня, в районе Малкинского поселения мы свернем и доедем до Кисловодска грунтовыми дорогами. Итак, я надеюсь, это будет полноценный и продуктивный день, который позволит нам оценить все прелести этих покрышек. Красивейший перевал Шаукам я обязательно покажу вам в отдельном ролике. Ну а сегодня блиц-обзор этих мест и резюме по этой резине. Darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Take me
Так, ну что, первая часть маршрута пройдена. Пройдено 90 километров по асфальту, по серпантинной дороге от города Кисловодска до поляны Джилусу. И вот последние несколько метров я специально снимал дороги, чтобы показать вам, где, собственно, поворот на этот перевал. Вот я остановил мотоцикл. И вот для ориентира вам вот эти вот знаки. Вот особо охраняемая природная территория, национальный парк при Эльбрусе. Вот туда дорога дальше уходит к поляне Джилусу. Вон Эльбрус. А вот здесь вы сворачиваете, вот уже начинаются прелести первые оффроуда, и уходите туда на перевал Шаукам. Вон меня уже суслики встречают. И отсюда, друзья, начинается вторая часть нашего маршрута, оффроудная часть маршрута, где мы сможем понять, как себя эти покрышки от Unlass, Capra X ведут себя, как они на бездорожье. По асфальту, в принципе, мне уже все понятно. Бездорожье мне сейчас предстоит понять. Но я думаю, резюме общее по этим колесам мы дадим в конце, для того, чтобы уже максимально их испытать и иметь возможность рассказывать о всех их плюсах и минусах. Поэтому стартуем на перевал Шаукам. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This world I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Take me to the, take me to the, take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom, take me to the jungle. Ну что, друзья, все, я уже на асфальте. Второй этап нашего тест-драйва покрышек Unlass закончен. Грунтовки все мы проехали. И теперь наша задача ехать по асфальту. Вот сейчас я переезжаю буквально вот этот мост. И все, я выезжаю на асфальтную дорогу, которая ведет вот туда, к Эльбрусу. Но нам туда не нужно, мы поворачиваем налево в сторону Баксана и уходим в сторону Ставропольского края. И это третий этап нашего тест-драйва. Тест-драйв пойдет по асфальту, уже скоростной участок у нас будет. Но я думаю, не весь участок будет по асфальту. Возможно, все-таки мы свернем и пройдем еще немножечко оффроудом. Итак, стартуем третий этап тест-драйва покрышек Unlass модель Capra X. Ну что, друзья, теперь поляна Джилусу снова у меня за спиной. Я сегодня пересек перевал Шаукам, проехал его на резине от турецкого производителя Unlass Capra X. Резина показала себя просто изумительно. Ну давайте доеду до гаража, соберу мысли в кучу, и мы обсудим все ее плюсы и минусы. Так, друзья, я дома, мотоцикл дома. Признаюсь, себя в порядок привел. Мотоцикл стоит грязный, буду мыть его завтра. Немного устал, но очень доволен сегодняшним днем. Реализовали мы все, что запланировали.
проехали и асфальтом, и бездорожье, покорили прекрасный перевал Шаукам, о котором обязательно я сделаю отдельный фильм. Но сейчас нас в первую очередь интересуют покрышки от Unlass Capra X, как они показали себя. И давайте я все-таки уже подытожу этот обзор и скажу вам свое мнение об этих колесах. Значит, на этих покрышках с момента их установки на мой мотоцикл я проехал порядка 600 километров. Сегодня, за сегодняшний день, за день основного тест-драйва этих колес мы прошли с вами 330 километров. 90 из них с утра я прошел от города Кисловодска до поляны Джилусу по асфальту. Далее перевал Шаукам от поляны Джилусу до города Тырнауз. У меня получилось 64 километра. И от Тырнауза до дома, не совсем, конечно, по асфальту, частично все равно по гравийке, но тем не менее еще 176 километров. Итого 330 за день. Так, ну и цифры цифрами, а давайте теперь скажу вам свое мнение по поводу этих покрышек. Давайте начнем с трассы. Значит, плюсы и минусы по трассе. Ну вот ярко выраженных минусов я у этой резины не вижу. Единственное, что могу сказать, вы должны понимать, что когда вы ставите такие покрышки, которые позиционируются как покрышки 50 на 50, вы должны понимать, что эти покрышки по асфальту не будут работать как слики, как гладенькая резина. Все равно появляются ощущения немного плавающих колес, потому что, ну простите меня, это шашка. Но дорогу мотоцикл держит прекрасно и в принципе в повороты валится на ура. Поначалу мне казалось, что в повороты как-то плохо она едет, но скорее всего я просто боялся заваливать, потому что это шашка. Но сегодня уже под конец дня, я когда ехал по Баксанскому ущелью, я закладывал в принципе мотоцикл приблизительно так, как я закладываю его всегда и на Mitas E07, и на других колесах, и все было прекрасно. Единственное, нужно понимать, что комфортная езда на этой резине, шашечной резины, она до 150. Ну вот, скажем так, есть небольшая вибрация при около нулевых скоростях, когда вы едете по асфальту со скоростью там 10-20 км в час, вы чувствуете легкую такую шашечную вот эту вибрацию. И после 140, ближе к 150, мотоцикл начинает плавать по асфальту. Шашка, конечно, уже такие скорости она не любит. А вот из плюсов я могу назвать один огромный плюс этой резины. Я вообще, если честно, был удивлен. Вот эта вот шашечная резина, она вообще не гудит. Вот хотите верьте, хотите нет, она вообще, от нее нету никаких посторонних звуков. Буквально недавно я вам показывал обзор на Mitas E07+. Так вот, эта покрышка меня разочаровала тем, что от нее ужасный гул. От Unlass Capra X гула нет никакого вообще, и это ее огромный и преогромный плюс. Ну и теперь давайте о ее внедорожных качествах. В принципе, много говорить не буду, вы сегодня все видели сами. Вы видели тот маршрут, который я прошел. Сегодня у меня были твердые грунты, сыпучие грунты, немножко грязи было, были перевалы, спуски, подъемы. Я немножечко убавлял систему трекшн контроля для того, чтобы она позволила мне буксовать, чтобы мотоцикл более резво ехал. В общем, по бездорожью я покрышками очень и очень доволен. Нигде сегодня они меня не подвели, нигде ни разу у меня никакого ни юза не было, ни скользяка я не поймал, все было четко. Единственное, надо понимать, конечно, что мой мотоцикл весит 260 килограмм, и когда я там на горно-обогатительном комбинате в Тырнаузе пытался там где-то что-то разворачиваться, дав газку, конечно, она начинает зарываться, если грунт какой-то такой сыпучий. Но это издержки уже тяжелого эндуро. А по резине у меня нареканий на бездорожье нету вообще никаких. Но для меня эта покрышка, конечно, не подходит, потому что, повторюсь, большую часть своих путешествий я еду по асфальту. Поэтому спасибо компании Unlass за возможность протестировать эти колеса, почувствовать их самому, понять их, ну и показать, конечно же, вам. Буквально на днях я эти колеса сниму, пока что положу в сторонку, не знаю, что с ними буду делать. Может быть, когда-то поставлю еще, покатаюсь, а может быть, отдам кому-нибудь на тест-драйв дальше. Одеваю я более гладкую резину, скорее всего, это будет Mitas E07. И отправляюсь в очередное путешествие, потому что скоро у меня отпуск и надо немножечко прокатиться. По итогу, друзья, я надеюсь, что обзор вам понравился, был полезным и интересным. Единственное, к сожалению, чего я не сказал вам в обзоре,
это того, сколько будут стоить эти покрышки, потому что пока что не знаю, но в ближайшее время этот вопрос решится и цены у меня будут. И второй вопрос, я вам не сказал, сколько эта покрышка отходит. Соответственно, у меня есть возможность прокатиться на ней вот 600 километров, и времени у меня больше нету, мне нужно переобуваться. Но я думаю, что эта покрышка 5000 точно отходит, а там кто его знает. В общем, друзья, выбирайте покрышки, на которых вам будет удобно и комфортно ездить. Ну и, конечно же, как можно больше путешествуйте. И всем добра!